Здравствуйте, дорогие любители вязания! Положила образец на стол, включила камеру и расстроилась. Совершенно не передается цвет. У меня на мониторе он ярко-красный, а на самом деле он глубоко вишневый, очень красивый цвет. И я к чему это говорю? Вот, в принципе, в образце цвет не так уж и важен. Но когда я связала этот узор и подумала, как же его можно назвать? Вишенка на торте, вишневый сад, вишневый рай. Вот это сочетание шишечек с глубоко вишневым цветом вот дает такую ассоциацию, что это вишенки. Этот узор я увидела в интернете, он мне очень понравился. И когда я его связала, я поняла, что не разочарована. Предлагаю вам его связать вместе со мной. Узор это, судя по всему, японский, не знаю откуда. Книга или журнал. Если кто-то найдет и подскажет, я буду очень признательна и подпишу под видео, откуда этот узор. Я хочу вам немножко объяснить схему. Для тех, кто с нами вяжет постоянно, уже знают, что в японских узорах все условные обозначения на схеме выглядят так, как они вот выглядят на лицевой стороне изделия. И по этим узорам легко вязать по кругу. Мы вяжем по схеме, читая все ряды справа налево. А при поворотном вязании у нас в изнаночных рядах петли вяжутся наоборот. Пустая клеточка на схеме обозначает лицевая петля в лицевом ряду, а в изнаночном ряду при поворотном вязании мы будем провязывать ее изнаночной петлей. Для тех, кто хочет разобраться, как читать японские схемы и вязать по ним, у нас есть цикл видео, где пошагово объясняется, как вязать, прям вот каждое условное обозначение я показываю, как его вязать. Этот цикл состоит из нескольких частей, и ссылки на него у нас есть под каждым видео мастер-классом с японскими узорами. Так что добро пожаловать, смотрите наши видео, приглашайте к нам своих друзей, подписывайтесь, кто еще не подписался. Ну, а я начинаю мастер-класс. Раппорт узора составляет 13 петель и 20 рядов. Мы с вами свяжем один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. Набираем на спице 15 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Первые два ряда в этом узоре не входят в раппорт. Они установочные ряды, и первый ряд мы провязываем лицевыми петлями. Второй изнаночный установочный ряд мы провязываем изнаночными петлями. То есть петли по рисунку здесь вяжутся. И во многих рядах этого узора петли вяжутся по рисунку, но не во всех. Вот, провязали два установочных ряда, которые не входят в раппорт узора. И теперь будем начинать вязать узор. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Я вяжу бабушкиными петлями, и мне для этого нужно петли развернуть, чтобы их удобно было подхватывать, и они красиво и ровно легли. Кто вяжет классикой, петли разворачивать не надо. 2 вместе лицевой с наклоном вправо провязали. Далее 5 лицевых. Делаем накид 6 лицевых. Во втором изнаночном ряду петли вяжутся по рисунку. Те ряды, где петли вяжутся по рисунку, я буду в видео пропускать. Вы будете их вязать самостоятельно. Кстати, накиды мы вяжем здесь изнаночными. Я буду с вами провязывать те изнаночные ряды, где петли вяжутся по схеме.
Третий лицевой ряд. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 4 лицевых. Накид, лицевая, накид, 4 лицевых и 2 вместе лицевой с наклоном влево. В 4-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. Пятый лицевой ряд. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевых, делаем накид, лицевая петля. На следующей петле будем вывязывать шишечку. Вывязывать мы ее будем крючком. Следующим образом. Вводим крючок в петлю на левой спице и вытягиваем воздушную петлю. И эта воздушная петля должна быть такой длины, как будто мы провязали 2 или 3 воздушные петельки. Вот такая вот. Чуть-чуть ее вытягиваем. Далее вяжем полустолбики с накидом. Делаем накид и вывязываем петлю. Вот один раз так провязали. Снова делаем накид, вывязываем петлю. Второй раз. Накид, петля, третий раз. И накид, и снова вывязываем петлю. Четвертый раз. Мы вывязали воздушную петлю и 4 полустолбика с накидом сделали. Всего у нас на крючке 9 петель. Можно, если вы хотите сделать шишечку меньше, можно сделать меньше полустолбиков, если хотите больше, ну, соответственно, вяжите больше полустолбиков с накидом. Вот, на крючке 9 петель. Мы через все эти петли протягиваем рабочую нить. Провязали все эти петли. Затем провязываем оставшуюся петлю на крючке и закрепляем шишечку. Она у нас уже получилась следующим образом. Вот так вот сзади подхватываем перемычку от петли. У нас на крючке 2 петельки. И провязываем эти 2 петельки одной петлей. Вот так. Я надеюсь, что вам понятно. Возвращаем эту петлю на правую спицу. Лучше я ее разверну. И у нас получается вот такая красивая шишечка. Хорошо затягиваем все петли, чтобы она не болталась, не была рыхлой. Вот такая красивая шишечка. Дальше. Лицевая петля, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. 6-й изнаночный ряд мы здесь вяжем по схеме. Сразу после кромочной нам нужно провязать 2 вместе изнаночной скрещенные. Есть 2 способа, как это сделать. Показываю первый способ. Переносим 2 петли, не провязывая, на правую спицу и меняем их местами таким образом, чтобы вторая петля за первой ее обогнула. Возвращаем обе петли на левую спицу и провязываем 2 вместе изнаночные. Или это еще называется 2 вместе изнаночные с наклоном вправо. На лицевой стороне они у нас провязались как 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее вяжем 2 изнаночных. Не забываем, что у нас петли на схеме в изнаночных рядах вяжутся наоборот. Делаем накид, 5 изнаночных. Делаем накид, 2 изнаночных и 2 вместе обычной изнаночной. Или еще называют 2 вместе изнаночной с наклоном влево. А на лицевой стороне они у нас провязались как 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 7-й лицевой ряд.
2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Лицевая, накид, лицевая. И на следующей петле снова вывязываем шишечку. Я покажу еще один раз, а потом буду уже в ускоренном режиме показывать. Вытягиваем вот такую длинненькую петлю воздушную и вяжем 4 полустолбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Через все петли на крючке, их у нас 9 получилось, мы протягиваем рабочую нить и закрепляем получившуюся петлю воздушной петлей. Далее опускаемся за этой шишечкой в перемычку между петлями. На крючке у нас 2 петли. И через эти 2 петли мы протягиваем воздушную петлю, переносим ее на правую спицу, хорошо затягиваем. Затем вяжем 3 лицевых. И на следующей петле мы снова вывязываем шишечку. Провязали 2 шишечки. Дальше у нас будет 1 лицевая, накид, лицевая и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. В 8 изнаночном ряду петли вяжем по схеме. Сразу после кромочной провязываем 2 вместе изнаночной скрещенной. Показываю еще один способ. Подхватываем обе петли вот так вот сзади и разворачиваем их и возвращаем на левую спицу и провязываем 2 вместе изнаночной. Мы получаем тот же самый результат. Петли провязаны на лицевой стороне, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Далее делаем накид, 9 изнаночных. Снова делаем накид и 2 вместе провязываем простой изнаночный. Мы провязали 8 рядов. Далее будем повторять узор в шахматном порядке. Но для этого 2 ряда нужно провязать следующим образом. Смотрим на схему. 9 лицевой ряд мы вяжем все петли лицевые. 10 изнаночный ряд мы вяжем все петли изнаночные, то есть по рисунку. Давайте провяжем самостоятельно. Я вот уже и 9 ряд и провязала. И в 10 изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. Вот что должно получиться. Провязали 10 рядов. 11 лицевой ряд. 6 лицевых. Две вместе лицевой с наклоном в правую сторону, 5 лицевых, и в конце делаем накид. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. 13 лицевой ряд. Сразу после кромочной делаем накид, 4 лицевых, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону, навстречу им провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Далее 4 лицевых,
Делаем накид, лицевая петля. В 11 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Я оговорилась, сказав в 11 ряду, в 14 изнаночном ряду мы петли провязали по рисунку. 15 лицевой ряд. 1 лицевая, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевых, делаем накид, 1 лицевая и вывязываем шишечку на последней петельке. Хорошо затягиваем петли и кромочная петля. 16 изнаночный ряд, 3 изнаночных, делаем накид, 2 изнаночных, 2 вместе провязываем обычной изнаночной петлей, 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной. Разверну петли. Далее будет 2 изнаночных, накид и 2 изнаночных. 17 лицевой ряд, 1 лицевая, вывязываем шишечку на следующей петле. Далее 1 лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая и снова вывязываем шишечку. И 2 лицевые у нас будет в конце ряда. Восемнадцатый изнаночный ряд, 5 изнаночных, делаем накид, 2 вместе провязываем изнаночной и 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной. Дальше делаем накид и 4 изнаночных. Провязали 18 рядов и смотрим на схему. 19 лицевой ряд мы вяжем все петли лицевые, и 20 изнаночный ряд мы вяжем все петли изнаночные. Девятнадцатый ряд провязали, и в 20 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку изнаночные петли. Это последний ряд раппорта. Мы провязали 1 раппорт узора, 1 раппорт в ширину, 1 раппорт в высоту. Не надо смущаться, что он такой неровный образец у нас получился. Когда мы свяжем несколько раппортов в ширину и высоту, мы получим вот такой красивый узор. Ставьте лайки, если вам понравился узор, если вам понравился мастер-класс. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки у нас под каждым нашим роликом. А я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!